Хохлы, вы что, не знаете, что Крым добровольно вошел в состав России? Официально? Представители Крыма официально подписали с Путиным договор, и на основании этого договора были внесены изменения в Конституцию РФ. Все правильно. А с кем именно подписал Путин договор? С мэром Севастополя Чалым, премьер-министром Крыма Аксеновым и председателем Госсовета Республики Крым Константиновым с официальными лицами. В Севастополе есть мэр? Ну, пока был в составе Украины, то согласно Конституции не было. Но севастопольцы избрали народного мэра. Народного? Мэра всегда избирает народ своим голосованием. Зачем эта приставка? Тут ситуация особенная. Севастопольцы избрали своего мэра на митинге. Он гражданин России. Другого пути избрания, к сожалению, не было. И наша страна – это Россия? И мы хотим сказать: мать Россия, смотри на своих детей. И я говорю, Севастополь никогда не сдавался, и никто не поставит нас на колени. И также вас призываю поддержать кандидатуру городского головы Чалова Алексея Михайловича, русского человека. Слава Богу, что мы русские. То есть Чалый не может называться мэром как минимум по двум причинам. В Севастополе, согласно действующей на момент его избрания Конституции, не было поста мэра. А Чалый, согласно закону, не мог быть избранным мэром, даже если бы такая норма в Конституции была. Поэтому его и называют не просто мэром, а народным мэром, декоративным, или же попросту незаконным. Согласно законам Украины, да. А Россия после присоединения Севастополя подтвердила его полномочия? Не знаю. Вроде как отстранила от исполнения обязанностей. Севастополь не в составе России, это там извращение. Ну как? Ну тогда зачем здесь жить? Вот. Если не с Россией, то тогда это уже не народ, то есть население. А Аксенов премьер-министром стал легитимно? Ну да. Голосованием депутатов Верховной Рады Крыма. Можно увидеть видеозапись заседания? Нет, там журналистов не было. Почему? Но самооборона Крыма, которая захватила здание, не пустила журналистов. Это ведь были российские военные, по словам Путина. Путин сказал не так. Он сказал, что за спинами самообороны стояли российские военные. А какая разница? Ну, в принципе, небольшая. Чтобы не было боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами, но хорошо вооруженными автоматическим оружием. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. Аксенова избрали премьер-министром украинской административной единицы в здании, захваченном российскими военными без присутствия прессы? Получается, что так. Но все равно избрали. А кворум был? Не знаю, но говорят, что был. Была бы видеофиксация, мы бы это увидели. Перегнули палку немного. Был бы кворум, была бы видеофиксация. Аксенов нелегитимен. А насколько легитимен Константинов? Центральным властям Киева в очередной раз обращаюсь. Каждый день им даю клятву в том, что Крым не собирается отсоединяться в Украине. И чем я больше это делаю, тем больше вопросов они мне задают. Он-то уж точно легитимен. Председатель Госсовета Республики Крым. Председатель чего? Согласно Конституции Украины, есть лишь Верховная Рада Автономной Республики Крым. Откуда взялся Госсовет Республики Крым? Согласно Конституции какой страны есть такой орган? Республики Крым. Есть такая страна? Да нет же, Крым вошел в состав России. Но до вхождения в состав России в Крыму не могла действовать Конституция РФ. Значит, Госсовет Республики Крым неконституционный, незаконный орган. Но референдум подтвердил законность воссоединения. А референдум организовали эти трое? Да, но важно не кто организовал, а как люди проголосовали. А кто подтвердит, что люди проголосовали? Были наблюдатели?
Откуда? Были. Из России. Опять только из России? А из Украины, ОБСЕ, других стран и международных организаций? Журналисты? А как же? Были. Наблюдатели из стран Европы были. Из Сербии, Венгрии, Латвии, Испании. Да, но это были представители правых, ультраправых и прочих консервативных, лояльных к Путину западных организаций. Проще говоря, западные нацисты и фашисты, от венгерских «ёбиков» до сербских «четников», купленных за черный нал. Купленные за черный нал мерзавцев и негодяев, собранных Институтом СНГ под крылом CIS-EMA. Глава CIS-EMA – фашист из Баркашовской РНЕ Алексей Кочетков. Конечно, никакого единого государства Украины существовать уже не будет, и это факт. Ну, потому что ситуация была такая, напряженная. Такая же, как и при избрании Аксенова премьер-министром. Неуполномоченные люди незаконным способом провели незаконный референдум. Ну и что? Несмотря на все это, Крым все равно в составе России. Совершенно верно. Несмотря на нарушение всех законов и международных соглашений, Россия присоединила к себе Крым. Или, иными словами, аннексировала. Восстановила справедливость. Совершив другую несправедливость. Хрущев незаконно передал Крым. Незаконно? Юридические претензии есть? Ну ладно, законно, но несправедливо. Несправедливо? Крым был передан в обмен на территории, равные по площади Крыму, черноземы Восточной Слобожанщины и часть Таганрогского округа, в обмен на убитый после депортации крымских татар Крым. Если и несправедливо, то по отношению к кому? Ну хорошо, хоть и справедливо, но неразумно. Неразумно было интегрировать Крым в экономику Украины? Организовать поставку воды, электричества и газа с территории Украины? Ну, может, экономически и оправданно, но исторически неверно. С чьей точки зрения? Коренного народа Крыма, крымских татар, мирового сообщества, стабильности в регионе? С точки зрения национальных интересов России. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским. Но он никогда не будет бендеровским. Значит, национальные интересы России не предполагают ни законности, ни справедливости, ни здравого смысла. Нет. Россия настолько великая страна, что сама себе является законом, справедливостью и здравым смыслом. Ей не важны ваше международное право, законы, стабильность, мир, благосостояние, демократия, свобода и прочая чушь. России важны лишь ее национальные интересы, и ее не волнуют проблемы других стран, потому что Россия – священная наша держава, Россия – великая наша страна. Жаль, что вы, хохлы, не любите Россию. Нам тоже очень жаль.